Всем привет, с вами снова я, Валерий Казаков, и потрясающе красивая задача для зумеров. Кто такие зумеры, я скажу позже, а пока условия. Дана вписанная трапеция ABCD, проведена высота BH, которая пересекает диагональ АС в точке К. Оказалось, что площадь треугольника АБК равна 2, я назову S1 равно 2, а площадь треугольника BCK равна 4, я назову ее S2. Вот зная две этих площади, требуется найти площадь всей трапеции. Очень красивое решение. Нам покажет сегодня зумер Алекс. А кто такие зумеры, я узнал. Ну, точно сегодня утром, потому что я смотрел Дробышевского. Есть такой биолог, антрополог, ну и блогер, конечно, Станислав Дробышевский, и он с кем-то обсуждал поколение X, Y, Z. Оказалось, зумер – это поколение Z, люди, родившиеся примерно с 95 по 2012 годы и ставшие первым по-настоящему цифровым поколением. Сейчас 26-й год, минус 12, это будет сколько? 14 плюс. Все старшеклассники попадают у нас под этих зумеров, и вот сегодня Алекс нам покажет свое замечательное решение. Они любят все быстро, у них ТикТок, у них шортс. Это мы тут тормозим. Они крутые. Ну, давай, Алекс, тебе слово. Итак, Алекс говорит, напомним, что площадь вот S1 треугольника АБК равна 2. Площадь треугольника BCK S2 равна 4. И нужно найти площадь нашей трапеции. Ну вот, Алекс говорит, давайте внимательно посмотрим на треугольники АБК и БЦК. Треугольник АБК и треугольник БЦК. Что у них хорошего? А у них БК общая сторона. БК общая. Ну и что? Ну, тогда их площади относятся как высоты. Либо высоты, а H и CB относятся как площади. Почему? Площадь треугольника находится как половина произведения основания БК на высоту AH, а площадь второго как половина произведения того же основания БК на высоту CB. И вот если разделить S1 на S2, 1/2 и БК сократится, и останется, что эти площади относятся как высоты AH и BC. Ну, а S1 относится к S2 известно как? 2 к 4, 1 к 2. А это высоты относятся 1 к 2. Все. Тогда можно AH обозначить X, а BC обозначить 2Х. Верно? Верно. Это первый шаг нашего решения. А какой второй шаг? Теперь можно заметить, говорит Алекс, подобные треугольнички BCK и HAK. К чему они подобны? Ну, вертикальные уголки равны, либо вот накрест лежащие углы равны, значит, по двум углам. Все. Значит, мы запишем это. Треугольник наш BCK оказывается подобен треугольнику, ну, чтобы точно быть HAK. HAK. Верно? Верно. Ну и что тогда? А площади подобных относятся как квадраты соответствующих сторон. Вот эту площадь нижнего назовем S3 и запишем, что S3 относится к S2 как h квадратик bc в квадрате. Правильно? Или как x в квадрате 2x в квадрате 1 к 4. Ну, то есть по-другому площадь треугольника HAK в 4 раза меньше, чем площадь треугольника BCK. Ну, площадь треугольника BCK 4. Этого 2. Этого 4. Тогда этого единичка, верно? Получается, что S3 равно S2, деленное на 4. Ну и 4 на 4 единица. Все. Ну и теперь третье действие. Как же найти площадь всей трапеции, зная уже вот эти площади? События развиваются стремительно, поэтому я все уберу. Нам достаточно того, что мы нашли, вот, чтобы не затемнять все дело. Мы скажем следующее, что много раз мы говорили о том, что вписанная трапеция всегда равнобедренная. Значит, АБ равно СД.
А для равнобедренной трапеции есть замечательный фокус. Какой? Можно отрезать треугольник АБH и приклеить вот сюда на гипотенузу CD. Сейчас я это нарисую, и всем все станет ясно, кто еще этого не знает. Вот так и вот так. О, все. Получилось, что мы просто перебросили вот этот треугольничек вот сюда. Раз, и все. Вот мы его сюда перебросили. Тогда получается, в силу равенства этих треугольников, третье действие, треугольник ABH равен треугольнику какому там CDF, да, следует, что площадь нашей трапеции равна площади нашего прямоугольника. Ну, по буквам скажем, HBFD. HBFD. Ну, все, осталось найти площадь прямоугольника. Внимание, площадь треугольника CFD равна 2 плюс 1, 3. Согласны? Согласны. 2 плюс 1. 2 плюс 1, 3. Все, 2 плюс 1, 3. А теперь я проведу диагональ BD. Это диагональ и трапеции нашего прямоугольника. Ну, я думаю, все уже видят концовочку или нет? Треугольник BCD равен треугольнику ABC. Поэтому площадь треугольника BCD будет равна площади треугольника ABC, а площадь треугольника ABC чему равна? 2 плюс 4, верно? 2 и плюс 4. Все, 2 плюс 4, 6. Здесь площадь 6. 6 и 3 сколько? 9. BFD, площадь треугольника, равна 9. Так это ж половина площади всего прямоугольника. 9 и 9 – 18. Поэтому дописываем, что это будет 3 плюс 6 умноженное на 2. 18. Согласитесь, что классная задача. Неужели вы не поставите лайк? Ну, если вы не поставите, я ничего не понимаю в задачах. Спасибо, Алекс. С вами был Алекс и Валерий Казаков. Пока, до новых встреч. Всего хорошего.